Привет, друзья! Сегодня у нас с вами новый и очень важный разбор. Буквально через несколько дней в Германии вступят в силу изменения, которые могут повлиять на привычный онлайн-шоппинг. С 19 июля Евросоюз вводит новые требования для крупнейших модных платформ, способные серьезно изменить привычную систему покупок с возвратом вещей. Во второй части выпуска экстренное предупреждение от криминальной полиции. Специалисты сегодня сообщили о новой схеме телефонного мошенничества со спам-звонками, из-за которых многие граждане рискуют потерять деньги. А под занавес, друзья, жесткий разбор дорожных правил. Патрульные уделяют повышенное внимание отпускникам из-за распространенной ошибки при размещении багажа в автомобиле, которая может привести к серьезному штрафу. Досмотрите до конца, будет, друзья, максимально полезно. Итак, давайте вместе с вами прямо сейчас разберем, как Брюссель меняет правила для любителей заказывать одежду сразу в нескольких размерах на примерку. Новый европейский регламент об экодизайне запрещает крупнейшим платформам Zalando, H&M и Otto уничтожать нераспространенный текстиль и обувь. При этом новые требования затрагивают и товары, которые покупатели массово возвращают обратно в магазины. Защитники прав потребителей предупреждают, торговые сети могут попытаться частично компенсировать дополнительные расходы именно за счет изменения условий для нас с вами, для покупателей. Разберем критерии этой реформы, чтобы вы понимали, какие именно крупные компании подпадают под новые европейские требования. Итак, под действие европейских правил с 19 июля попадают все коммерческие структуры, превышающие хотя бы 2 из 3 показателей. Первое – это штат сотрудников свыше 250 человек. Второе – годовой оборот компании более 50 миллионов евро. Третье – суммарный баланс предприятия свыше 25 миллионов евро. Для средних немецких фабрик чиновники предусмотрели временную отсрочку. Их обяжут исполнять новые требования только с 2030 года. Поэтому мелкие предприятия под действие этих норм пока не попадают. На первый взгляд может показаться, что для покупателей на модных платформах ничего на самом деле не изменится. Но представитель Центра защиты прав потребителей Филипп Хельдт заявляет, что гражданам в Германии пока не стоит ожидать резкого роста цен или существенного сокращения ассортимента. По его словам, большая часть излишков одежды и товаров, которые не удалось реализовать на внутреннем рынке, ранее направлялась за пределы Евросоюза в качестве товаров для вторичного использования. Такой подход позволял компаниям освобождать свои склады и одновременно поддерживал существующую модель продаж. Теперь же вместо уничтожения или вывода части продукции ритейлерам придется вкладывать дополнительные средства в повторное использование, сортировку и глубокую переработку самого текстиля. Торговые сети, скорее всего, начнут намного внимательнее контролировать собственные расходы, поэтому эксперты не исключают, что условие бесплатного возврата товаров станет строже, а покупателям, привыкших заказывать сразу, скажем так, несколько размеров для примерки, в будущем придется внимательнее относиться к оформлению таких заказов. Главный скепсис правозащитников упирается в то, что реальное исполнение этого экологического запрета Евросоюза на самом деле будет крайне сложно полноценно контролировать. Филипп Хельдт открыто указывает на серьезную проблему, то есть государственные инспекторы физически просто-напросто не способны отслеживать, какая судьба ждет контейнеры с одеждой после их пересечения границ Евросоюза. Любой бренд на самом деле может предоставить таможенным органам официальные документы о том, что излишки продукции были законно проданы зарубежно какой-либо компании-посреднику, работающей на рынке секонд-хенда. Но что происходит с этими объемами текстиля дальше за пределами Евросоюза? Отправляются ли они в повторную продажу, переработку или утилизацию, зачастую остается неизвестным. Тем временем профильный отраслевой журнал опубликовал официальные комментарии крупнейших участников рынка. Представители модной индустрии H&M, Otto, Kik, C&A и Kaufland выступили с официальным заявлением.
Представители H&M сообщили, что пригодная для дальнейшего использования одежда у компании не уничтожается, а руководство УТ заявило, что действующие логистические процессы уже соответствуют новым требованиям Брюсселя. В свою очередь, торговые сети дискаунтеров Kik и Kaufland сообщили, что объем нераспроданных товаров у них остается минимальным. По их данным, доля складских остатков составляет менее 1%, а в отдельных категориях обуви даже ниже 0,01%. Однако аналитики предупреждают, что сохранять нынешние показатели и компенсировать дополнительные расходы на сортировку и переработку продукции торговые сети могут постепенно пересматривать условия возврата своих товаров. В результате покупателям, то есть нам с вами, которые регулярно оформляют большое количество товаров, в будущем могут стать доступны менее выгодные условия обслуживания или дополнительные, например, ограничения, если такие меры будут предусмотрены внутренними правилами самих компаний. Однако Брюссель, друзья, оставил все-таки в законе несколько официальных исключений, при которых брендам по-прежнему юридически разрешается утилизировать одежду. То есть уничтожать товары можно без нарушения новых требований, если компетентные органы признают продукцию опасной для здоровья, незаконной, либо нарушающей авторские права или права на товарные знаки. Под утилизацию также может попасть текстиль, который поврежден настолько сильно, что его восстановление и повторная продажа экономически нецелесообразно. Кроме того, отдельные исключения могут применяться и при официальном отзыве бракованных партий с рынка. Как это недавно, я напомню, произошло у платформы Zalando. Активисты экологической ассоциации Reuse Deutschland обращают внимание на то, что именно такие исключения, по их мнению, могут оставить компаниям пространство для различного толкования новых правил. По мнению представителей организации, многое будет зависеть от того, насколько же тщательно государственные органы смогут контролировать применение этих норм. В то же время эксперты не исключают, что торговые сети будут стремиться компенсировать дополнительные расходы за счет пересмотра условий обслуживания нас с вами, покупателей. Поэтому бесплатные возвраты могут стать менее для нас выгодными или сопровождаться новыми ограничениями, если такие изменения будут введены отдельными магазинами. А вот следующая новость с важным предупреждением от правоохранительных органов Германии. На первый взгляд, обычный входящий звонок на смартфон в отдельных случаях может привести к серьезным финансовым потерям, если вовремя не распознать схему мошенников. Телефонное мошенничество в стране продолжает оставаться серьезной проблемой, вы об этом знаете. Наверняка многие из вас тоже регулярно сталкивались с ситуацией, когда на экране высвечивается какой-либо неизвестный номер, а голос в трубке пытается убедить сообщить конфиденциальные данные по платежной системе, например, PayPal, или настойчиво предлагает срочно сменить поставщика электроэнергии. Бывают и более хитрые сценарии, когда вызов намеренно сбрасывают сразу после того, как человек отвечает на звонок. Во многих случаях за подобными схемами стоят, друзья, мошеннические группы или недобросовестные коммерческие колл-центры. Их главная задача – внимание – получить ваши конфиденциальные персональные данные или побудить вас самостоятельно перезвонить на дорогостоящий номер, где стоимость 1 минуты разговора может оказаться очень-очень высокой. Современные мобильные телефоны умеют частично распознавать подобные звонки, выводя на дисплей предупреждение о возможной угрозе. Однако нежелательные рекламные звонки в Германии жестко ограничены законодательством. Поэтому, друзья, мошенники часто используют технологию подмены номеров, меняя их множество раз в течение суток. В результате даже встроенные системы защиты смартфонов не всегда успевают распознать такие звонки. Поэтому, чтобы не гадать у вашего экрана смартфона и заранее понимать, стоит ли отвечать на вызов, специалисты рекомендуют использовать специальные поисковые базы телефонных номеров. Такой простой инструмент позволяет всего за несколько секунд буквально проверить подозрительный номер и увидеть, оставляли ли другие пользователи предупреждения или сообщения о подобных звонках. Если же у вас возникает хоть малейшее сомнение в порядочности неизвестного абонента, не нужно гадать или рисковать своими деньгами.
В Германии существуют мощные бесплатные аналитические платформы, разработанные специально для защиты граждан от телефонного мошенничества. Среди них наибольшим доверием пользуются такие базы данных, как Clever Dialer и Telos. Работа с ними максимально проста. Вы вбиваете в поисковую строку подозрительный цифровой код и мгновенно получаете полный отчет. Сервисы показывают не просто какую-либо сухую статистику, а детальную классификацию этого вызова, будь то агрессивная непрямая реклама, фальшивые социологические опросы, фиктивные лотерейные розыгрыши или какие-нибудь другие подозрительные схемы. Благодаря этому вы можете, друзья, осознанно принять решение, стоит ли вообще поднимать трубку или перезванивать. Многие жители Германии уже делятся историей о сильном психологическом давлении со стороны телефонных мошенников, поэтому если вас пытаются убедить срочно подписать сомнительный договор на коммунальные услуги, интернет или другие сервисы, не поддавайтесь, друзья, на давление. Сразу завершайте разговор и навсегда заносите такой контакт в черный список вашего телефона. При желании можно также добавить этот номер в те самые базы Clever Dialer или Telos, чтобы предупредить других уже пользователей и помочь им избежать серьезных финансовых потерь. Специалисты по кибербезопасности и сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют придерживаться простого, друзья, правила. По возможности просто-напросто не отвечать на звонки с незнакомых или неизвестных номеров. Помните, что любая серьезная немецкая компания, страховая касса или государственное ведомство, если вопрос действительно важен, как правило, оставит подробное голосовое сообщение на автоответчике либо направит официальное письмо по обычной почте. И вот мы с вами пришли к теме о масштабном дорожном расследовании, где банальная халатность при сборах в отпуск может обернуться серьезными штрафами со стороны патрульных служб Германии. Современные легковые автомобили с каждым модельным годом становятся все крупнее и, скажем так, просторнее. Однако проблема нехватки свободного места для чемоданов остается неизменной, особенно перед долгожданными поездками на летний отдых. Попытка вместить, скажем так, слишком много вещей нередко приводит к грубым ошибкам при загрузке автомобиля, которые выявляют уже во время первой проверки на автобане. Официальные представители баварской полиции опубликовали подробные рекомендации, которые помогают повысить безопасность на высокой скорости и избежать неприятных финансовых последствий. Итак, первым делом патрульные настоятельно советуют заранее провести детальный анализ маршрута, то есть изучить карты дорожных заторов, ремонтных зон и возможных перекрытий трасс. Следующий обязательный шаг – это комплексный технический осмотр самого транспортного средства, включая точную проверку уровня моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкости. В случае попадания в многокилометровую пробку водители обязаны своевременно сформировать такой себе коридор спасения, то есть сместившись по краям полос. Но главный акцент правоохранители делают именно на правильной укладке груза. Да, друзья, вот чемоданы, внимание, должны быть надежно зафиксированы, а аварийный жилет, аптечки и знак аварийной остановки обязаны находиться в зоне быстрого доступа. Да, быстрого доступа, а не на самом дне под всеми вещами. Любое нарушение правил размещения груза или ограничения обзора может стать основанием для составления административного протокола и назначения штрафа. Искусство правильной компоновки вещей в багажном отсеке – это не просто, друзья, бытовая рутина, а настоящая тактическая игра в автомобильный тетрис, от которого во многом зависит устойчивость машины на трассе. Главная задача водителя перед выездом на автобан заключается в том, чтобы максимально сократить любые зазоры, пустоты и свободное пространство между вашими сумками. То есть чемоданы необходимо укладывать как можно плотнее друг к другу. Физика дорожно-транспортных происшествий наглядно сегодня показывает, что при экстренном торможении на скорости 130 км в час любой, абсолютно любой незафиксированный предмет весом всего в парочку килограммов может приобрести огромную силу инерции и стать причиной серьезных повреждений в салоне автомобиля. Поэтому вещи нужно не просто плотно улаживать, но и надежно зафиксировать на своих местах.
Расположение сумок должно максимально исключать их смещение в крутых виражах. Профессиональные инспекторы дорожной полиции настоятельно рекомендуют использовать специальные вспомогательные аксессуары. То есть это прочные такие багажные сетки, эластичные те же самые шнуры и сертифицированные крепежные ремни с натяжителями. Второй критически важный аспект дорожной безопасности – это точное и максимально равномерное распределение веса по осям вашего транспортного средства. Здесь действует базовое правило немецких автоклубов. Все самые тяжелые, массивные и крупные, скажем так, предметы должны располагаться как можно ниже, строго на полу багажника или ближе к центру массы автомобиля. Сначала глубоко внутрь отсека размещаются самые тяжелые ящики и чемоданы, которые необходимо максимально плотно прижать к спинкам заднего пассажирского дивана. Такой подход помогает сохранить правильный центр тяжести, снизить нагрузку на подвеску и уменьшить риск получения штрафа во время дорожной проверки. Также, друзья, по возможности избегайте чрезмерно высокой вертикальной укладки вещей внутри салона вашего автомобиля. То есть плотное размещение коробок непосредственно за спинкой сиденья или у боковых стенок кузова само по себе не запрещено. Однако любые чемоданы не должны возвышаться над верхним уровнем подголовников, если у вас отсутствует жесткая металлическая перегородка или прочная защитная сетка. Такое требование прямо предусмотрено правилами дорожного движения Германии. Закон обязывает водителей фиксировать все вещи, крепежные ремни и навесное оборудование таким образом, чтобы груз не мог соскользнуть, опрокинуться или сместиться во время движения. Ткань, коробки или какой-либо другой багаж не должны создавать сильный шум даже при экстренном торможении или во время резкого маневра объезда препятствия на автобане. Игнорирование этих требований немецкие патрульные могут квалифицировать внимание как административное правонарушение. Базовый штраф за неправильное размещение или недостаточную фиксацию груза начинается от 35 евро. Однако, друзья, если инспекторы установят, что незакрепленные вещи ограничивают обзор водителю или создают дополнительную опасность для других участников дорожного движения, размер штрафа может увеличиться до 60 евро. А если подобное нарушение будет зафиксировано после дорожно-транспортного происшествия, сумма взыскания может составить 75 евро. Многие водители концентрируют все внимание на фиксации крупногабаритного груза вроде жестких чемоданов или громоздких досок для серфинга, полностью упуская из вида мелкие повседневные аксессуары. Но, друзья, законы физики показывают, что при экстренной остановке на автобане обычный мобильный телефон, незакрепленная стеклянная какая-либо бутылка с водой или оставленная на полке сумка могут с большой силой перемещаться по салону автомобиля и представлять серьезную опасность для пассажиров. В идеале любая мелкая бытовая вещь должна иметь строго определенное и безопасное место. Аккуратно складывайте все гаджеты в боковые карманы дверей, а убирайте кошельки в бардачок или размещайте их внутри закрытых ниш центральной консоли автомобиля. Но помните о главном правиле: даже если кузов вашего транспортного средства полностью заполнен вещами, вы обязаны, друзья, обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ к средствам экстренной помощи, светоотражающие жилеты, медицинская аптечка и тот же самый складной знак аварийной остановки должны находиться в легкодоступном месте. Вам не должно требоваться время долго искать их среди многочисленных сумок в случае непредвиденной ситуации на дороге, иначе во время проверки патрульные могут обратно же выписать штраф за нарушение правил перевозки багажа. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про новый запрет Европейского Союза для гигантов Zalando, H&M, новые телефонные аферы с базами, Клевер, Диалер и штрафы полиции за неправильную укладку багажа, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.